Вселенная любит нас и всегда готова нам помогать. И на самом деле каждый час, каждый день ангелы подсказывают нам правильный выбор, подсказывают нам, куда двигаться и с чем соглашаться, от чего отказываться в жизни. Ведь как часто бывает, что вы ищете ответы и не находите их. Ответы про работу, про смысл жизни, часто про любовь, про творчество или про одного определенного человека. Вы мучитесь догадками, понимаете, что заблуждаетесь, но все равно не можете увидеть истину. Такое состояние выматывает или раздражает. И в таких случаях очень полезно наблюдать за знаками от высших сил. Высшие силы на знаки на самом деле очень щедры. И сегодня я хочу спросить карты, одни и другие, это будут два варианта гадания. Хочу спросить карты о том, какой именно знак, о чем вы увидите или получите, какой знак от Вселенной вы получите через час. Вот отсчитайте ровно час от этого времени, когда вы смотрите видео, и будьте наблюдательны, включите все свои радары внутренние, и вы обязательно получите этот знак судьбы. Как приходят к нам знаки судьбы? В самом разном виде. Это могут быть слова человека, естественно, то есть к вам придет какой-то человек, позвонит, напишет что-то, сообщит. Это самое простое. Также знаки судьбы можно очень получать опосредованно. То есть ангелы выбирают в качестве проводников, посредников, даже незнакомых вам людей. И вы можете знак судьбы и какую-то очень-очень важную судьбоносную подсказку получить, просто подслушав какой-то случайный разговор, например, в магазине или в автобусе. Вы можете получить знак судьбы из слов ведущего программы, если вот случайно включите телевизор. Вы можете вдруг наугад открыть книгу, почитать, например, перед сном, и заглавие самой ближайшей главы или первая строчка, это будет подсказка для вас. Главное быть внимательными, главное ловить вот эти вот вибрации, настройки. На самом деле знаки прилетают, ну вот прям буквально отовсюду. Иногда даже облако какой-то значимой формы может быть. Вы можете на небе увидеть облако, и это будет подсказка. Нужно, конечно, быть открытыми, нужно слушать интуицию, и нужно этим самым знакам доверять. И если вы будете точно знать время, когда придет к вам это знание, этот знак, то вам будет легче определиться и понять, что вот это знак. И желательно, кстати, в этот час, который вы вот ждете этот знак, подсказку, не заниматься, не переключаться на какое-то другое слишком серьезное дело, наверное. Лучше не перегружать себя упражнениями какими-то тяжелыми, физическими, или не перегружать себя лишней едой, потому что, знаете, интуиция любит пустой желудок. И вообще самые главные догадки в жизни приходят именно на пустой желудок. Этот час в ожидании знака вы можете провести в раздумьях, медитации, в каких-то незначительных хозяйственных делах, которые выполняете автоматически, которые голову от вас не требуют. Там это может быть уборка какая-то незначительная или привычная готовка, нетворческая. То есть гадание будет для тех, кому нужен сейчас ответ, кому нужен знак. Если вы и так про себя и про жизнь сейчас все понимаете, то, конечно, вам такие подсказки не нужны, и это гадание вам тоже не нужно. Я вам предлагаю выбрать карты, потому что всегда люблю предлагать зрителям варианты. Вот, потому что вопросы у вас разные, и ангелы вас охраняют. Всех тоже разные.
Две колоды карт. Какая вам больше нравится? Ну, такие вот карты, в общем, не затейливые. А здесь классическая схема Таро. Очень карты понятные. Старшие арканы, вот и фигурные карты подписаны на болгарском языке. Карты эти без названий. А вторая колода, которая мне очень нравится, красивые карты. Даже видите, у них рубашки красивые. Это Таро кошачий глаз. Здесь на всех картах котики. Вот посмотрите, если любите котиков, то эти карты будут для вас. Итак, пожалуйста, выбирайте. Тоже настройтесь, тоже пусть все будет у вас без суеты. Первое гадание о знаках для вас. Задавайте картам ваши вопросы, расскажите картам. Сейчас, пока я их перемешиваю, в чем вы сильно сомневаетесь в жизни. Итак, знак Вселенной для вас. Серьезный знак. Посмотрите, карты какие большие выпадают. Это то, что явно нельзя пропустить, то, что никак нельзя проигнорировать. А, кстати, судьба очень такая самолюбивая и, в общем-то, капризная женщина. Она не любит, когда она ради вас старается, а вы пропускаете. Поэтому игнорировать знаки судьбы – это какое-то двойное преступление против себя, естественно. Видите, что получается? Центральная карта королева мечей. То есть знак к вам должен сейчас прийти про отношения. Отношения с каким-то человеком. Это либо отношения с женщиной, очень непростые, запутанные отношения с женщиной. Подруга, сестра, коллега на работе, соседка, кто угодно. И эта женщина либо обижена на вас, либо сама готовится вам навредить. Но иногда королева мечей служит только лишь посредником между вами и каким-то мужчиной. И тогда речь, конечно, для вас пойдет про любовь, про романтическое партнерство. То есть мы за этой женщиной, за этой королевой мечей, злодейкой, соперницей, за ее спиной должны увидеть мужчину, про которого на самом деле идет речь. Но в любом случае карта говорит, что кому-то это подсказка, что ваш путь романтический или ваша любовь не такие простые, потому что есть соперница, соперничество, причем это может быть как реальный персонаж. Я часто девушкам говорю, что иногда стоит ревновать мужчину, стоит, вернее, соперничать не обязательно с близкой живой женщиной, а с какой-то далекой, которая у него когда-то была, а может быть с той, которой у него никогда не будет, о которой он только мечтает. То есть через час к вам придет знак о том, что какая-то просто ненужная, лишняя или разрушительная женская энергия есть в вашей жизни. А там уже, конечно, вы сами разбираетесь, какой вариант к вам подходит. То есть это соперница в любви к вам подкрадывается или просто, например, коллега на работе хочет вас выжить, нажаловаться на начальство, чтобы занять ваше место. Но знаки судьбы никогда не приходят плохие в чистом виде. То есть судьба ведь не злодейка, кстати. И судьба никогда не пошлет знак такого содержания. У вас все плохо. Нет. Судьба посылает в основном подсказки. Видите, здесь есть рядом карта сил. Она говорит, что с этой женщиной можно и нужно договориться. Это карта переговоров. И этот знак, эта подсказка для вас через час будет о том, как договориться с этой женщиной, как утихомирить эту разрушительную энергию от нее, как
с какой стороны подойти к решению вопроса, к решению проблемы, а также карта и соответствующий знак, который к вам придет, сообщает, что у вас есть все силы, все ресурсы, все возможности, чтобы вот эту вот тяжелую эмоциональную ситуацию какую-то разрешить. К тому же высшие силы подскажут вам всю серьезность ситуации. Это может быть, еще раз, что такое знак? Это может быть случайно вырвана из контекста фраза в каком-то видео, которое вы включите на YouTube. Это может быть, не знаю, чужой статус в WhatsApp. Это может быть название какой-то группы в другой в соцсети. Это может быть, в конце концов, да, вывеска на каком-то магазине, мимо которого вы проходите. Это может быть рекламный проспект в какой-то витрине. То есть знак, но совершенно в любом виде может прийти. Это может быть, в конце концов, даже картина, сюжет картины в доме вашем, на которую у вас вот вдруг случайно падает глаз. И все это дает знание и вдохновение. Так вот, этот знак через час скажет о том, что проблема серьезная, и вам некуда деваться, пока вы ее не решите. Она долгая, она затяжная, она требует от вас жертвы. И может быть, кстати, этот знак подскажет, чем именно вам пожертвовать. Может быть, вы от этой истории можете откупиться деньгами. Кстати, часто так бывает. Деньги — универсальная энергия, и, в принципе, с любыми ресурсами взаимодействуют. И выкупить деньгами можно многое в жизни, но не все. Вот. То есть этот знак о жертве будет для вас, что вы можете или должны пожертвовать, вот, чтобы откупиться от трудностей, от этой проблемы. И карты крупные, я повторюсь, видите, здесь есть карта смерть. То есть этот знак принесет вам знание, что прошлый этап позади, что что-то произошло такое необратимое, и пути назад нет. Этот знак, например, ответит очень категорично на вопрос, вернется ли былые отношения, или можете ли вы вернуться в прошлую среду, на прошлую работу, например, или в прошлый коллектив, на прошлое место жительства. И этот знак покажет вот именно необратимость, то есть знак окончания. Все, вы поймете, что все кончилось, и что кончилось, поймете. То есть это будет знак о том, откуда вам ждать обновления. И тоже, видите, пессимистические указания Вселенной очень соседствуют с самыми оптимистичными. Здесь есть карта умеренность, которая описывает дает такой добродетельный, очень долгий прогноз. То есть вместе с напряжением судьба подскажет вам, буквально путь. Это карта пути. Она скажет, куда вам наступить, пойти направо или налево, чтобы старые потери забыть и новых не нажить. Карта умеренность и соответствующий знак могут подсказать и профессиональный путь, и путь в отношениях с определенным человеком, путь в любви. То есть эта умеренность всегда обозначает какую-то определенную концепцию, то есть это стратегия долгосрочная. Вы, например, с каким-то человеком, вот если мы здесь представим, что ваш знак судьбы касается именно любовной истории, где есть соперница, где через эту соперницу уже очень многое вы претерпели и очень от многого отказались, многим пожертвовали, то этот же знак вам подскажет такой долгосрочный путь, как взаимодействовать с этой ситуацией, то есть куда идти, по-доброму ли выбираться из этой ситуации или наоборот воевать. То есть вам тоже уподобится этой злодейке или сопернице. Вот видите, вам явно стоит настроиться. Кроме того, еще две женские карты. Видите, принцесса жезлов и принцесса монет здесь выпадают. А такое чувство, что здесь мама с двумя дочерьми. Представляете, мама
и две дочери. Или, например, начальница и две сравнимые по положению коллеги, да, подчиненные, если речь идет о работе. Но все крутится вообще вокруг женских энергий. Посмотрите, на всех картах женщины нарисованы. И опять же, эти женщины могут касаться вас сами по себе или через мужчину. Они близки к нему, и вы близки к нему. И выбора тут может быть нет, но ваш знак касается женских дел или женского мира. Кстати, знаете, женский мир и женские дела — это еще и эстетика, и красота, это образ, имидж, это косметология, косметика, мода, вот это вот все. Вполне возможно, что через час вас ждет какой-то невинный знак, знание. Вот это значение этой карты, это еще и знание. Придет к вам какое-то знание, как вам одеться, или как вам подстричься, или какой вам макияж выбрать. То есть часто ведь женщины этими вопросами мучаются, и также с ума сходят, да, там, какую выбрать форму бровей или какую профессию. Для женщины это абсолютно сопоставимые по значимости вопросы. Поэтому вот обратите внимание на женские дела. И посланники, то есть этот знак вы тоже можете получить через женщин или даже через девочек, потому что это принцессы, это молодые девушки, это ваша молодая подруга, ваша подросшая дочь, которая вдруг вам что-то посоветует или скажет, пусть даже глупость, какой-то пустяк, но вы прислушайтесь и обязательно это замечаете. В целом же принцесса жезлов — это некая новость именно о деятельности, о делании. То есть знак подскажет, что вам делать, а принцесса монет подскажет, что вам делать рационально. То есть по-взрослому вы стоите перед выбором. Ну, естественно, лучше выбор делать не капризный какой-то, пубертатный, да, вот, а выбор это должен быть взрослый. А еще принцесса монет помогает сохранять деньги. То есть о какой бы ситуации здесь речь ни шла, какой бы знак вы ни получили, либо это совет, это подсказка, как извлечь прибыль, либо как ее не потерять, либо как остаться при своих. Мы видим, что Вселенная, конечно, о вас заботится. Сообщение, письмо крупное какое-то несет. И в то же время подсказки тоже серьезные. И явно, что этим знаком Вселенная, знаком, который вы получите через час, Вселенная не хочет вас напугать или смутить. Она не хочет у вас отбить надежду на светлое будущее. Она не хочет вас поругать и наказать. Вселенная ни в коем случае вас не осуждает, не напоминает о ваших каких-то прошлых ошибках. А Вселенная именно обратит внимание, укажет на больное место, если вы сами его сейчас не понимаете, не чувствуете. Мы часто не только потом, да, когда проходит время, мы постфактум понимаем, в какой сложной, например, ситуации были, когда могли выбирать. Вот. И Вселенная тут обратит внимание на больную точку, да, в вашей жизни, в судьбе. И вот. И подскажет очень разумный, такой вот почти хозяйственный выход, подскажет спасение. Ждите через час. Второе гадание о знаках судьбы через час. И это карты с котами. Кстати, подумала о том, что чтобы не пропустить этот час и, соответственно, не пропустить этот знак, вы можете завести таймер на 1 час или вы можете поставить будильник так, чтобы он зазвенел через 1 час, и вместе тогда со звонком будильника вы услышите или увидите то, что я вам сказала, да?
либо ваш взгляд упадет на какую-то картину в вашем доме или в вашем офисе, на какое-то изображение, может быть, на рекламный баннер в какой-то витрине, либо вы действительно услышите неожиданные совершенно слова от случайного человека или от того, кто действительно рядом с вами находится. Звонок, письмо, я не знаю, какая-то совершенно случайная комбинация чаинок в вашей чайной чашке. Все это знаки, знаки, знаки. И если вы правильно к получению этого знака подготовитесь и вы будете во всеоружии, то вы его не пропустите, и это очень-очень поможет. Такие знаки вообще лучше ловить всегда. Люди, которые знают эту технику и пользуются ей, живут очень благополучно, не имеют потерь, не имеют особых проблем, просто потому что слушаются Вселенную. Не говорят «мы сами с усами», «мы сами все знаем», а слушаются ангелов, которые очень аккуратно, безболезненно проводят через любые жизненные трудности, через любые времена. Вот что я вам тоже и советую. Итак, наше гадание. Какой знак судьбы вы получите через час? Час должен пройти с того момента, как вы посмотрите или досмотрите это гадание. Вот. Такой расклад этот будет небольшой. Итак, знаки, знаки, знаки. Речь о чувствах идет, потому что центральная карта у вас рыцарь кубков. Вот посмотрите, почему-то вот здесь выбрали художники вот такого вот именно котенка. Рыцарь кубков — это чувство. И вообще ситуация, которая касается эмоций. Это чувство какого-то человека к вам. Поэтому вы можете об этом думать, если хотите получить ответ на этот вопрос. Знак, который вы получите, обратит ваше внимание именно на чувства какого-то мужчины, молодого человека. Но принято считать что рыцари — это мужские персонажи. Рыцарь — это, как правило, какой-то мужчина, достаточно молодой, и либо чувственный сам по себе, либо тот, который сейчас, в настоящий момент, испытывает вот эти вот романтические чувства к вам. И вполне возможно, что как знак в порядке знака или в порядке исключений этот рыцарь кубков объявится сам или явится сам. Вдруг позвонит или напишет, или вдруг вам телефон в воспоминаниях, память телефона выбросит его фотографию или вашу совместную. А может быть, он к вам не обратится, не хватит смелости, но он выставит какие-то новые свои фотографии в соцсетях, и вам придет оповещение, или вы их увидите. То есть знак этот привлечет ваше внимание к определенному человеку и поможет разобраться в том, что этот человек чувствует к вам. Потому что гадаем мы на вас, вам, и все чувства, эмоции, которые здесь карты, Вселенная описывает, это все по отношению к вам идет. Видите, здесь рядом еще 10 кубков есть. Она усиливает, она сама по себе вот в таком соседстве может даже не иметь значения. Она усиливает, она говорит, все чересчур, все через край. Вот эта любовь молодого человека, какого-то мужчины к вам, его внимание, его мечты о вас, это через край, чрезмерно. 10 кубков — это карта изобилия. Это кубки, то есть это тот момент, когда чувства переливаются через край. Это какой-то человек, это будет информация о человеке, для которого вы, ваше присутствие составляет весь смысл жизни и все счастье. Вы знаете, оборотная сторона такой карты в том, что чувства, вообще любые жидкости, нет, неправильно так. Любые жидкости в идеале не должны через край переливаться, потому что все, что выливается за края, это потери, потерянные. И также и чувства не должны
переходить через край, потому что они тогда уже превращаются в слезы. Понимаете? Это поэтично звучит, но это сущая правда. Я бы сказала, что этот человек, сообщение о котором, знак о котором вы получите, еще не страдает из-за вас. Нет, еще не страдает, но очень скоро пострадает. То есть достаточно будет одной капли, чтобы уже его чувства работали против самих себя, чтобы они превращались в слезы. Но для кого-то, конечно, это именно романтическая история. И речь идет про там, любовника, мужа, жениха, вот так вот. Но этот молодой человек может и не романтически быть с вами связан. Это может быть кто-то из ваших родственников или друзей. И тогда представьте, как вот этот котенок ластится, просится на ручки. Видите, вот он счастлив, этот котенок, тем, что его пригрели. Я практически слышу, как он мурчит. И вот он счастлив только тогда, когда он с вами. То есть Вселенная поспешит сообщить, какой именно человек жаждет, чтобы вы его сейчас простили или пожалели, разблокировали его контакт в телефоне, или, может быть, прямо пригласили в гости. Опять же скажу, если речь не о романтике, то это могут быть и друзья, и родственники, и вот так вот, кто угодно. То есть история такая очень-очень чувствительная, чувственная, и карты, и знаки сейчас как будто бы вызывают вас на эмпатию, открыть свое сердце. Я понимаю, что большинство из нас всегда абсолютно заняты делами. Мы хлопочем о том, чтобы заработать, о том, чтобы купить еду и мебель, о том, чтобы убраться дома. Вот. Но мы очень мало хлопочем о чувствах и очень мало замечаем чувства других людей. А здесь вот явно кто-то заглядывает к вам в глаза, да, вам в глаза заглядывает и просится, чтобы вы приняли этого человека, заметили. Вот. И здесь еще есть карта подвигов и героев, девятка жезлов. Девятка жезлов, безусловно, говорит о подвигах, да, о подвигах, которые вот этот вот человек, ищущий вашего внимания, готов в вашу пользу совершить. И если он их сейчас еще пока не совершает, потому что он не дорос или считает себя недостойным, но он обязательно это сделает, покажет себя и поможет вам, как только вы ему это позволите. И да, действительно, девятка жезлов описывает того самого героя, того самого рыцаря, который может вас как-то спасти. То есть в любой затруднительной ситуации, которая у вас сейчас есть в жизни, вы, если правильно прочитаете знак судьбы через час, вы очень живо увидите, в неком магическом зеркале, увидите человека, который очень вас любит, и очень готов помочь самоотверженно, готов пожертвовать многим, вот так вот ради вас. Причем о чем бы ни был вопрос. Видите, вы можете рассчитывать на чье-то сочувствие, помощь, на чью-то такую преданную страсть, понимаете, потому что страсть она же тоже... Ой, посмотрите, кубки продолжают тему. Вот этот бесподобный кот, конечно. Я прям... Вот у меня только такого нет. Вот такого хочу еще кота себе. Вот. Мужские персонажи, вы видите, да? Рыцарь, император, король. Все мужчины. Из фигурных карт все мужчины. Поэтому знаки ждите через час о мужчинах, подсказки о мужчинах. Соответственно, думайте весь этот час. Может быть, не так сильно, но о мужчинах в вашей жизни это могут быть ваши дети, родители, братья, мужья, женихи, коллеги по работе. Пока сконцентрируйтесь на мужских персонах. И слово «персона» здесь очень подходящее, самое подходящее, потому что, видите, человек-то очень серьезный, ценный.
сам по себе и в масштабах вашей жизни. И, возможно, даже вот этот вот знак от Вселенной или вот это знание придет как раз о ценности этого человека. Он вдруг получит особый статус в ваших глазах, особое признание в ваших глазах, а может быть не в ваших глазах. Но знаете, это, например, вы можете узнать по таким картам, что какой-то симпатизирующий вам на работе юноша получил новую должность, то есть изменился его статус его повысился. Или, может быть, по отношению к вам он покровительство проявляет. Вы можете его искать, можете просить этого здесь покровительства. И вообще карты описывают какой-то знак для вас про мужчину, не просто любящего, но очень-очень готовы помочь. Вот. И мы продолжаем тему, видите, кубков. Король кубков. Это тот же самый, ну вы видите, да? Нет, ну тут другой, ну похожий рыцарь кубков. Вот он вырос, и мы видим знак о том, что мужчина растет. Это может быть, кстати, и сообщение от вашего мужа, ненавязчивое такое, о том, что ему обещают новую должность или что он какую-то новую работу получает. Но дело в том, что если такое будет напрямую, скорее всего, у кого-то, да, ну, это такой прямой знак. Это, знаете, грубая подсказка судьбы. Для большинства, конечно, подсказки очень-очень завуалированные. Вот. И они потребуют напряжения как интуиции. И, видите, это в перспективе. То есть вот этот мужчина, молодой человек, которому вы нравитесь, безусловно, будет дальше больше любить. То есть вот как рыцарь вырастает до короля, так и его чувства от влюбленности вырастают до большой любви, такой великой, знаете, которую все так ждут. И снова о вложениях. Видите, 8 пентаклей, 10 жезлов, это карты о вложениях. То есть этот знак, который вы получите через час, тоже подскажет, ну, 2 вещи, скажем, чем вы можете вложиться в эту историю или должны. Долгосрочность, это серьезное намерение, то есть будущее обнажит серьезность намерений чью-то по отношению к вам. Но это подсказка для вас. То есть этот знак настроит вас тоже серьезнее к этому партнерству относиться или к этим отношениям, или к этому родственнику, в конце концов, серьезно относиться и тоже что-то со своей стороны вкладывать. Вот. А 10 жезлов здесь, естественно, продолжает 9 жезлов. И она говорит про те же самые трудности, про те же самые противостояния, которые вот этот вот человек готов с вами преодолеть. И она вам подсказывает любые жизненные трудности, в любые жизненные трудности, на любые жизненные подвиги не надо вам ходить одной. Потому что кто-то очень напрашивается к вам в помощники и, главное, имеет ресурсы, чтобы вам помочь. То есть этот человек, ну, не только добрый и щедрый, но и могущественный или даже всесильный. Ну, любовь, знаете, делает чудеса. По-настоящему любящий человек бывает именно всесильным, да, и бесстрашным, и бессмертным, и всесильным, и так далее. Любовь для этого людям и дана. Вот. Поэтому 10 жезлов, ну вот она такая, она про какие-то подвиги, на которые человек готов пойти ради вас. Вот видите, ни одной плохой карты вам не выпадает. То есть мы понимаем, что Вселенная вам не откажет, во-первых, в подсказке. Обязательно этот знак даст. И знак этот будет очень оптимистичный, очень добрый. Видите, здесь ни одной нет плохой карты и даже нейтрального сочетания карт нету. То есть это явно очень добрая вещь, очень такая чувственная, конечно, ну, для открытого сердца, которую эту новость, эту весть, этот знак не нужно принимать критически, не нужно
к нему придираться или проявлять какое-то привычное недоверие. Спасибо.